Друзья, всем привет! В своих видео я уже достаточно много рассказывал про различные камеры видеонаблюдения для дома, офиса, дачи, да для чего угодно. И основным параметром данных камер является количество мегапикселей. И вот стало интересно, а есть ли разница? И мы сегодня с вами сравним несколько разных камер и посмотрим, что же лучше. Поехали! Итак, что мы будем между собой сравнивать? Возьмем камерку на 2 мегапикселя, возьмем камерку на 4 мегапикселя, ну, по сути она точно такая же, только другой форм-фактор. Возьмем камерку на 5 мегапикселей и разбавим все это дело, опять же, камеркой на 2 мегапикселя, но с двумя объективами. Объясню, почему именно так, для чего это нужно. Камеры с разным количеством мегапикселей, но с одинаковым объективом 3,6 мм, смотрят в одну точку, и картинка у них будет практически идентичная друг другу. Разница будет непосредственно в качестве. Можно ли будет разобрать детали на 2 или на 5 мегапикселях, и мы посмотрим на эту разницу. А камерку на 2 объектива и с самыми маленькими 2 мегапикселями, как у этой, мы поставим для того, чтобы у вас было понимание, надо вам зум или не надо, потому что данные камерки конкретно работают с зумом. Тут второй объектив нужен именно для того, чтобы смотреть подальше. И будет ли разница между камерой, допустим, в 5 мегапикселей и камерой в 2 мегапикселя, но с зумом на большое расстояние. Итак, поставим все эти камерки во дворе. Напротив них поставим вот такую вот штучку, я специально распечатал, проверочку зрения, и посмотрим по четкости, будет ли разница. Погнали! Итак, собираем наш импровизированный стенд из 4 камер, все 4 подключаем, все 4 направляем в одну точку, а смотреть они у нас будут на недавно построенный наш домик для ребенка. А на домик мы повесим нашу бумажечку. От дома до камеры 15 метров. 15 метров расстояние на самом деле для видеокамеры очень даже нехилое. Поэтому посмотрим, будет ли вообще какой-то эффект, увидят ли эти буквы хоть одна из камер. С 5 метров понятно, что все будет видно, а вот с 15... Итак, друзья, подключили все наши 4 камеры, направили все на домик. Напомню, мы здесь повесили проверочку зрения, чтобы посмотреть, как будут видны камеры, и давайте теперь посмотрим на разницу картинки. Итак, что же у нас тут подключено? Камера на 2 объектива, камера на 2 мегапикселя, это тоже на 2, камера на 4 мегапикселя и камера на 5 мегапикселей. В целом, мы видим, что у камер, которые на 4 и 5 мегапикселей, угол обзора больше, чем у обычной на 2 мегапикселя. А у камеры на 2 мегапикселя, но с двумя объективами, в принципе, угол обзора тоже вполне достойный, как и у пятерочки. Итак, по картинке все понятно. По цветам каждая камера цветопередача идет сама, своя, но сегодня не об этом. Давайте же посмотрим по детализации. На каждой камере у нас включен основной поток, то есть мы в онлайне видим именно максимально хорошее изображение по мегапикселям от каждой камеры. Итак, давайте начнем с камеры на 2 мегапикселя. Вот вам и как бы Full HD 1920 на 1080, наши 2 мегапикселя. Включим цифровое увеличение, при этом картинка остается та же, мы просто ее растягиваем цифрой. Давайте выделим сам домик. Буквы Ш и Б видны. Дальше уже, как видим, ничего толком не прочитать. В целом наблюдать за территорией нормально, но с 15 метров автомобильный номер, наверное, виден уже не будет. Дальше переключимся на камеру в 4 мегапикселя. Основной поток у нас включен. Видим, бабочки летают. Включим цифровое увеличение. Посмотрим на домик. Опять же, шабы видны. Дальше толком уже ничего не разобрать. Картинка на вид, конечно, качественнее, чем 2 мегапикселя.
Но стоит ли за это переплачивать почти в 2 раза? Я не знаю. Птички видны, бабочки видны, верхние буквы видны. Больше ничего толком не видно. Переходим на камеру в 5 мегапикселей. Основной поток включен. Угол обзора большой, хороший. Увеличиваем цифровым увеличением домик. Опять же, буквы Ш и Б видны. И все. Больше тоже ничего не видно. Ну, наверное, трава будет детализированная поближе, а вдаль толку сильного не будет. И переходим к камере с 2 объективами, которая, между прочим, всего лишь на 2 мегапикселя. Видно все в целом нормально. Основной поток включен. Делаем цифровое увеличение без сначала зума 2-объективного. Ну, буквы ШБ, наверное, могли бы быть видны, но больше нет, чем да. Уж слишком они размазаны. Напомню, она всего лишь на 2 мегапикселя. Однако, если мы сделаем максимальное увеличение данной камеры, напомню, она с зумом, у нее 2 объектива, у второго объектива гораздо меньше угол обзора, и за счет этого достигается зум. 5-кратный в данном случае. И сделаем еще цифровое увеличение. То мы увидим и ШБ, и второй ряд с большего проглядывается он, НК. Может быть, даже на 3-м ряду что-то можно разглядеть. А это, напомню, всего лишь 2 мегапикселя. Поэтому вывод у нас можно сделать какой? Что касается онлайн-видео, если вам надо хорошее качество картинки близко, то, в принципе, 4-5 мегапикселей, да, можно ставить. Но стоит ли за это переплачивать? Вполне достаточно и 2. А если вам надо увеличение, чтобы камера смотрела, ну, скажем, без увеличения, а потом надо приблизить, то выбирайте камеру с 2 объективами. По цене это будет даже дешевле, чем камера с 1 объективом, но на кучу мегапикселей. А теперь давайте сравним исходники. Скачаем с камер файлы и посмотрим на них то же самое. Будет ли разница на записи? Итак, исходники. Начнем с 2-мегапиксельной камеры. В принципе, как видите, картинка вполне себе хорошая. Напомню, разрешение Full HD 2 мегапикселя. Если мы увеличим наш листик, то вот что можно будет рассмотреть. А именно толком ничего. Продолжаем. Камера с 4 мегапикселями. Картинка тоже вполне себе хорошая с исходника. Как видим, все мелочи, вся трава, все видно. Теперь давайте приблизим. Ну и, на мой взгляд, видно чуть лучше. Поехали дальше. Это у нас исходник 5-мегапиксельной камеры. Но что-то, я не знаю, то ли объектив был немножко заляпан, то ли камера такая. Видно-то нормально, но как-то цвета все такие тусклые, блеклые. Ладно, давайте приблизим, посмотрим. Ну и результат, очевидно, лучше, чем у 2 предыдущих камер. Здесь уже хотя бы Ш и Б отчетливо видны, а не размазня, как на предыдущих. И теперь посмотрим 2-объективную камеру. Вот она, наша камера с 2 объективами и на 2 мегапикселя. Вполне красивая, достойная, хорошая, сочная картинка. И теперь давайте приблизим, посмотрим сначала цифровым увеличением листик. Ну, все как и в онлайне, то есть толком не видно ничего. И посмотрим момент, где мы делали с вами приближение при помощи зума в программе. Оно также в исходнике записывается, как и обычное онлайн-видео. Ну, как видим, результат сразу в детализации, конечно же, гораздо лучше. Давайте еще и его ради интереса приблизим. Я думаю, тут все очевидно. Ну что, дорогие друзья, я думаю, из вышесказанного все понятно. Теперь вы знаете, какую камеру вам нужно приобретать.
на 2, 3, 4, 5, 8 мегапикселей или с двумя объективами, чтобы был зум. По факту, чем больше мегапикселей, тем лучше картинка. Но надо не забывать, что при этом гораздо дороже стоимость, причем иногда она идет именно в разы между там 2, 4 и 8 мегапикселями, и в разнице трафика. Если у вас хороший высокоскоростной интернет в 100 мегабит, тогда ставим несколько там 8 мегапиксельных камер и так далее и не паримся. А если интернет у вас дохлый, то надо понимать, что такую картинку через ваш канал просто не протолкнет. И вы так или иначе будете смотреть это в SD качестве и так далее. Поэтому об этом тоже подумайте. Ну, дорогие друзья, а на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, ссылочки на все мои камеры там. Ну, а мы продолжаем. Всем пока!